Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. Еще у меня присутствуют энергии вот этой тишины. И мы с вами разобрались в прошлом раскладе о том, что идет обновление, да, кому отзывается вот эта тема обновления, обновление чувств, чувственной сферы, да, посмотрите предыдущий расклад, я там как раз показывала вот эту колоду тишины, которая у меня отозвалась в это время как раз таки, чтобы я ее приобрела. Спасибо вам, то, что делаете вклад в канал, да, то, что у нас появляются новые колоды, мы делаем новые обзоры и расклады. И вот так как идет обновление, я даже вот не знаю, что спросить. Думала, что спросить про отношения. Но про отношения мы смотрели на раскладе про март. Деньги тоже в марте были. И так как после вот такой трансформации моей личной, да, у меня как-то я открыла все свои колоды, и у меня их довольно-таки много уже, наверное, штук 20-30 точно есть, и я понимаю, что ни одна колода мне не откликается в данный момент, и совершенно я не знаю, что спросить. Какие-то темы, которые были раньше, они не совсем интересны, и пала моя интуиция, скажем так, все-таки на эту колоду остановилась я на Таро звезд. Давайте посмотрим с вами какую-то, наверное, подсказочку. От нее всегда такими какими-то высокими энергиями веет. Хотя она называется Таро звезд, это не классическое Таро с арканами старшими и младшими. Здесь я бы сказала, конечно, что это оракул больше, но он очень красивый, звездный. Вам зайдет, особенно если вы звездная душа, понимаете, о чем вообще я сейчас. Но и для обычных земных душ как бы тоже она неплохо дает подсказки. Давайте посмотрим. Чем-то перекликается с предыдущим раскладом о том, что кто-то копает свои уроки, прорабатывает обиды, блоки на чувства, сожаления, какие-то негативные эмоции. И после этого у вас случится очень такой неплохой рост. Возможно, вы чему-то новому сейчас тоже обучаетесь, проходите какие-то курсы, читаете книжки. Мозг свои позиции сдвигает. Ну, то есть у нас же мозг любит контролировать все, да? И вот вам это и советует, что ослабьте хватку, да, опустите контроль. Это не о том, что вот этот русский авось, да, пусть будет как и будет, не буду ничего контролировать. А я о том, что есть, например, какие-то моменты, которые не стоит контролировать. Либо стоит послушать интуицию, если вы, например, хотите другим путем пойти, а не этим. Либо перестать доказывать кому-то, когда кто-то что-то предлагает новое попробовать или по-другому сделать. Ну вот она, да. Прислушивайтесь к себе, не к голове, потому что голова — это не совсем мы. Это такой компьютер, который нам просчитывает
запоминает. Но это вот знаете, как человек, который сидит за рабочим компьютером, работает. И получается, работает не компьютер, а человек. И вот здесь можно провести аналогию, что как душа, да, у которой есть вот этот биоробот, который вот как компьютер, да, соответственно, душа управляет этим биороботом, управляет мозгом, точнее, так должно быть, да? Иногда получается так, что мозг управляет всем, потому что душу мы не слышим. И вот здесь как раз о том, что пора перевернуть эту ситуацию, прислушиваться к душе и отдать ей уже руль в этой машине, чтобы вашей жизнью душа рулила. Ну, кто-то зайдет в трансформацию, когда вы вот, знаете, такое ощущение будет безвременья. У меня как раз это было вот эти 2 недели, когда вы ни здесь, ни там, ни с кем. То есть все осталось как было, но вы вот как будто в каком-то вакууме, не изолированы, нет. Это другое немного ощущение, но вы как будто бы здесь и не здесь одновременно. Вот что-то там происходит внутри, это ощущается. Но на внешнем плане, на физическом, как будто бы ничего не происходит. Меняется очень сильно состояние. И это вот как раз-таки момент, когда нужно посмотреть именно внутрь себя. Поизучать вот этот внутренний космос, расчистить его. И как раз-таки выйти на новый уровень. Те, кто не может со своими эмоциями как-то справиться с закрытыми чувствами, пожалуйста, я вас приглашаю на проработки, на отливки воском. Напишите все контакты под видео, напишите вашу ситуацию и посмотрим, каким инструментом лучше будет проработать. Что у нас здесь еще? Здесь конкретно про отпускание прошлого, каких-то обид, сожалений. Но мы с этого начали, и прошлый весь расклад тоже был про это. Здесь еще о том, что вот эти камешки, которые в виде обид, сожалений, грусти, печали, горя, вот все, что весь негатив, который не был отпущен, который вы насобирали там за 20, 30, 40, 50 лет, кто-то и больше, он не дает вам плыть. Да? То есть вот представьте, что вы с тяжелыми мешками бы прыгнули в море и попытались бы плыть. Ну, вы потонете просто. Да? Эти мешки, они не дадут вам держаться на поверхности и как бы наслаждаться путешествием. В принципе, вот у нас получается в жизни то же самое, что вся вот эта вот внутренняя энергетическая грязь, она не дает плыть по жизни свободно и легко. Приходится ее все время таскать с собой. Да. Мы же вот, например, представьте, если бы человек не мылся, что с ним будет? От него начнет плохо пахнуть, да, он будет выглядеть неопрятно. И, соответственно, у нас принято, да, ходить в душ, в ванну, мыть тело, как-то ухаживать за ним, но очень часто не принято ухаживать за своим энергетическим, да, эмоциональным телом. Не принято его чистить, не принято его намывать. А там же тоже собирается вот эта какая-то энергетическая грязь. И бывает так, что вы замечаете, что люди как-то на вас реагируют, хотя вы, ну, например, ничего не сделали конкретно этому человеку, а он как-то к вам относится предвзято, не так, как вы заслуживаете этого, потому что фонит. Это вот то же самое, что если бы
человек долго не мылся, да, как я сказала, как бы вы к нему относились, хотелось бы от него, скорее всего, отойти и вообще не находиться рядом с ним, хотя это может быть там какой-то и ученый, и не обязательно бомж, да, это может быть очень умный человек, но вот он не мылся. И здесь с энергетической грязью все то же самое. Она чувствуется на каком-то таком тонком плане, да, люди это считывают, что есть обиды какие-то, есть непрожитые эмоции, вот этот груз, тяжесть, что он есть. И с таким человеком просто не очень хочется общаться, не очень хочется находиться в одном пространстве. Это не о том, что вы прям там какой-то изгой, но вот особенно когда это все поднимается, люди перестают сами тянуться. Все же хотят к солнышку тянуться, да? Когда у нас на улице солнышко, все, конечно, хотят выйти, погулять, насладиться. А когда, например, холод, снег, да, выходить не хочется. Ну, вот здесь что-то типа такого бывает. И как раз вот здесь о том, что нужно свой сад возделывать, да, восстанавливаться, заботиться о теле, и хорошо к себе относиться, отдыхать, да, возможно, даже энергетически как-то почиститься. Если вы знаете какие-то чистки, сделайте это. Но сейчас у нас получается не убывающая луна, растущая, но если вам откликается, можно даже на растущую сделать. С намерением, да, свой сад почистить и посадить туда какие-нибудь очень красивые лилии, например, а не розы. Вот. И, соответственно, это и обновит вашу энергетику. Если сами не можете, обращайтесь. Если можете сами, сделайте сами. Либо к каким-то своим мастерам обратитесь, кто вам больше откликается. В общем-то, посвятите ближайшее время себе, почистите перышки. Возможно, есть смысл обновить как-то гардероб. Сейчас, возможно, какое-то будет медленное течение времени, ничего не будет происходить. Ну, как в плюс, так и в минус ничего. Будет просто тихо, стабильно, как обычно. И вот как раз-таки это время, которое можно посвятить себе, потому что все остальное вы, так скажем, делаете по привычке уже на автомате, и у вас это не забирает каких-то больших сил, много энергии не забирает, которую как раз-таки можно пустить на что-то новое для себя, на заботу о себе. Ну, здесь нам, в принципе, карта дублируется, что сделайте в этом направлении первые шаги, да, и слушайте себя, свою интуицию, чиститесь, обновляйтесь, просыпайтесь, чувствуйте, трансформируйтесь, у кого трансформация, легкая вам трансформация, хотя, конечно, трансформации обычно не бывают легкими, но пусть у вас будут, скажем так. Благодарю вас за вашу обратную связь, мне она очень полезна, очень важна и очень ценна в том числе. Я понимаю, что вам то, что я делаю, то, что я вам даю, тоже ценно. Что ж, встретимся в следующих видео. Пока-пока.